Всем привет, с вами Давилыч, и сегодня на обзоре снова микрофон, и это микрофон от компании Fifine, моделька K658. Кстати, данный микрофон можно купить не только на AliExpress, он также уже активно продается и в российских магазинах, ссылочки, как всегда, внизу. Помните, недавно на обзоре микрофона я вам рассказывал, что скоро будет обзор на другой микрофон. И вот этот момент настал. Сегодня на обзоре Fifine K658 подкаст микрофон. Да, этот микрофон не совсем простой, не совсем обычный, причем бывают разновидности данного микрофона. В моем случае это чисто USB подключение, а это значит, не нужно заморачиваться со звуковыми картами, с какими-то XLR питанием, фантомным питанием, подключением. Это все не нужно. Просто вставляете в USB, выбираете в настройках этот микрофон и записываете звук, голос, с экрана делаете записи, ASMR, если хотите, потому что этот микрофон это может, и он действительно мне понравился. И из всех микрофонов, которые у меня были, этот самый крутой. Вы увидели полностью распаковку, вы увидели подключение, сборку на комплектную бонусную треногу, так и на пантограф. И, друзья, я все-таки рекомендую вам все равно всегда использовать именно пантограф в таком исполнении. Стол у вас абсолютно свободный, рукам ничего не мешает, а микрофон смотрит в вашу сторону и качественно записывает звук. Более того, если вы вдруг где-то что-то стукнули, задели стол, потрясли, он, так как на подвесе на резинках, он ничего на себя не берет. То есть он чисто максимально записывает звук, и никакие вибрации на него не передаются. Что касается особенностей, конечно же, функция сенсорного отключения звука. Вам не нужно сильно тапать, сжать, какие-то кнопки нажимать, которые в любом случае бы передавали звук через корпус микрофона на запись, на звуковую дорожку. Здесь этого нет. Легонечко коснулись, выключили. Легонечко коснулись, включили. Да, уровень чувствительности, он же как бы громкости микрофона, здесь можно выбрать, но я все-таки сторонник того, что мы в системе выбираем максимум, делаем на все 100%, а уже на механическом регуляторе выбираем и подбираем то, что нам действительно нужно. Многие скажут: блин, этот микрофон с подсветкой, она, друзья, здесь действительно есть, но она отключается, и если вы противник RGB подсветки, ее всегда можно выключить. Но в любом случае, вот она даже сейчас у меня во включенном режиме, она практически не видна. И я думаю, даже не стоит по этому поводу заморачиваться. Включена она, выключена, да какая разница. Самое главное, что индикация включения-выключения звука, которая находится сверху, вы всегда будете видеть, потому что микрофон будет всегда находиться перед вами. Ну и так как у нас крепление осуществляется сверху, ну, конечно, можно сделать снизу, но зачем? Сверху у вас микрофон практически находится в самой нижней точке. И по своему опыту я вам скажу, это, блин, очень удобно. То есть у меня был микрофон, который находился сверху, и, соответственно, пантограф ты сам его мог задевать в процессе записи. Здесь же нет, друзья. Пантограф находится высоко, микрофон внизу, ничего вам не мешает кайфовать от использования этого микрофона. Но что такое слова, друзья, которые я вам рассказываю про запись этого микрофона, про внешний вид и так далее? Главное, самое главное в микрофоне, конечно же, качество звука. И давайте сейчас все это проверим. Итак, в данный момент у нас на максимум выкручен уровень громкости на микрофоне. Микрофон находится примерно в 20 сантиметров от моего рта. И все у нас вроде как работает, и все у нас вроде как должно быть хорошо меня слышно. Что ж, это все мы уже посмотрим с вами на записи. Что касается подвеса, то есть микрофон у нас может шататься, потому что закреплен он к столу. И давайте мы посмотрим, ну вот я стукнул по столу. У нас изменилось что-то по звуку или нет? Передаются ли у нас вибрации прямо на микрофон? Тоже с вами все это сейчас услышим. Что ж, давайте перейдем
в настройке звука, в настройке нашего микрофона все у нас определился без проблем. Уровень у нас по умолчанию выставлен на 87%. Давайте добьем его до 100%, чтобы наверняка, чтобы смотреть, что же у нас в итоге может микрофон. Напоминаю, максимальный уровень громкости выставлен. Что касается настроек, у нас двухканальный 16-битный 48 тысяч Гц выставлен. Что ж, пусть и будет на максимуме, так как это было заложено производителем. Ну и в данный момент я говорю, и вы можете увидеть возможный пикинг. Что ж, очень даже неплохо. Фирменного ПО какого-то там по настройкам я здесь не нашел. Значит, можно использовать любое стороннее. Но самое главное, конечно же, как вот микрофон себя ведет в процессе и что я получу при записи с экрана. Сзади меня находится холодильник. Так, вижу, у нас зашкаливает в итоге уровень. Сзади меня находится холодильник, который шумит. Не знаю, слышно его или нет, но, в общем-то, как-то так. Что касается уровня громкости, все это можно регулировать. Вот в данный момент выставлен минимальный уровень. Вот минимальный, я потихонечку сейчас буду его поднимать. Надеюсь, есть какая-то разница, и все-таки это было слышно. Также отмечу очень классную сенсорную кнопку по отключению звука. Можете ее нажать и прерываться, сами вы сейчас можете услышать. Что ж, и отдельно можно отключить RGB подсветку на тыльной стороне микрофона, если вам она не нужна. Я считаю, пусть будет. Пусть будет, так мы с вами видим, что все у нас работает, хотя в любом случае у нас кнопка уровня громкости и кнопка отключения звука у нас все равно подсвечивается зеленым. Я считаю, микрофон достойный, опять же, я не знаю сейчас, как меня слышно, по уровню громкости все выставлено на максимум. Ну и давайте все это я сейчас отдельно прослушаю, после чего мы с вами подведем итоги. Ну и, конечно же, давайте перейдем на официальную страничку нашего микрофона Fifine K658 и посмотрим на комплект. Как видите, в комплекте у нас треноги нету, но в моем случае все лежало как бонус. Что касается цены, в $90 в данный момент, но давайте посмотрим на характеристики. Кстати, у нас здесь все полностью на английском языке. Но мы с вами, конечно же, сможем при помощи Google переводчика перевести всю страничку. Может ли динамический USB микрофон занять место в вашей студии? Да, конечно же, может. Как поднять брови с огнями? Пусть все пушки полыхают. Металлическая конструкция, управление микрофоном, кнопка быстрого отключения звука, высокая четкость, мониторинг с низкой задержкой, переключатель включения-выключения RGB подсветки. Да, это все про наш микрофон. И да, это действительно круто. Различные фотографии у нас, изображения, различные функции, подавление шума, лучший универсал Fifine за все время. И здесь я, друзья, соглашусь, потому что я считаю, здесь микрофон собрал все самое лучшее. Ну, кому-то, может быть, не понравится, что здесь нету поп-фильтра дополнительного, но я думаю, для моих задач это не потребуется. Итак, динамический кардиоидный USB Type-C со стороны микрофона и Type-A со стороны компьютера, питание от USB, вес упаковка 1 кг, 16 бит 48 кГц, от 70 Гц до 15 кГц. Так, отношение сигнал-шум минус 70 децибел, максимальный уровень звукового давления 110 децибел, чувствительность минус 50 плюс-минус 3 и эквивалентный шум у нас минус 77 децибел. Вот такая вот у нас кривая. Но самое, конечно же, главное в данном микрофоне, как он выглядит, насколько он удобный, насколько удобный подвес. И обязательно используйте его, конечно же, на пантографе, и не будет никаких проблем. Под микрофоном на столе куча свободного места, никакие вибрации на микрофон не передаются, ну и звук, друзья. Я думаю, все это вы оценили в полной мере. Давайте подводить итоги. Тесты сделаны. Ну как тесты? Запись с экрана произведена, вы все увидели, вы все услышали. И я считаю, результат офигенный. Да, где-то может все-таки поп-фильтра не хватать. Да, действительно, в этом есть. Но всегда можно поставить дополнительный и, соответственно, избавиться от этого недостатка. Но в моем случае он мне не нужен.
Вы можете на достаточном расстоянии находиться от микрофона и, следовательно, минимизировать шумы на букве П, например. В остальном у меня претензий никаких нет, потому что здесь все на высшем уровне. Сенсорные кнопки, регулировка, ветрозащита. Да, пусть она такая простенькая, но все равно, друзья, она здесь есть. Подвес, который гасит все вибрации, это просто пушка, необходимость. Если вы хотите, чтобы у вас был качественный звук всегда, неважно стрим, запись с экрана, вокал или еще что-то, здесь у вас с этим сложностей нет. Ну и православный Type-C подключение с одной стороны, православный Type-A с другой стороны. Кабель, даже если вы захотите заменить, всегда это можно сделать, но кабеля здесь своего родного предостаточно, и я сомневаюсь, что вам вообще понадобится что-то здесь менять. Поэтому просто подключаете, настраивайте, то есть выбирайте в настройках использования именно этого микрофона и кайфуйте. Качество звука супер, я надеюсь, вы со мной согласны. Так что вердикт у меня один, смело можно брать, и сейчас у меня этот микрофон будет на постоянку. Ну а на этом у меня все, ставим лайки, подписываемся на канал, вступаем в группу ВКонтакте, не забываем про сайт ProSSD и увидимся на новых обзорах. Пока-пока. Ну а для тех, кто до сих пор не знает, сколько же стоит этот микрофон, ссылочку на AliExpress и на местные магазины оставлю под этим видео. Переходите, смотрите, сравнивайте. Смело можете покупать офигенный подарок. Вот если бы мне его подарили, я бы кайфанул. Поэтому можете смело делать приятный подарок себе, либо близким, если вам нужно где-то как-то записывать звук или просто общаться по сети.